Солнечной системе космические путешественники могут найти маршруты на любой вкус. Наиболее топовые пролегают к планетам. Нравятся горячие штучки? Тогда вам наверняка подойдут Меркурий или Венера. Хотите осмотреть возможный второй дом человечества? Отправляйтесь на Марс. Гигант Юпитер подойдет тем, кто любит грандиозные достопримечательности. Сатурн идеален для эстетов благодаря своим великолепным кольцам. Промерзший Нептун – настоящая Эльдорадо для поклонников холода и зимних развлечений. Ну а что Уран? В компании планет его наверняка считают чудаком. Вращается на боку и отпугивает всех ужасным запахом. В то же время эту удивительную планету, вероятно, заливают дожди из драгоценных камней, а внутри нее бушует огромный океан. Водятся ли в нем какие-то существа? Кто знает? Может, когда-то любители подземной рыбалки будут стремиться именно на Уран? Но уже сейчас нам стоит больше узнать об этой планете, самой необычной в Солнечной системе. Это не будет спокойной прогулкой и неспешным осмотром интересных мест. Мы отправимся совсем не по раскрученному туристическому маршруту. Нам предстоит посетить почти неизведанную территорию. Приготовьтесь к опасному, холодному, бурному и довольно пахучему приключению. Уран с самого начала вел себя необычно и стал сплошной головоломкой для ученых. Прежде всего, он долгое время успешно играл в прятки с астрономами. Это 7-я от Солнца и 3-я по величине планета в нашей звездной системе. Настоящий гигант, в котором поместилось бы 63 земных шара. Кажется, найти в небе такую огромную планету сравнительно близко к Земле не такая уж проблема. Но только этот чудак умело маскировался то под крошечную комету, то под огромную звезду. Как ему это удалось? На небосводе Земли люди с древних времен видели 5 планет – Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Наблюдения невооруженным глазом не позволяли различить остальные планеты. Лишь с изобретением телескопа удалось разглядеть самых дальних соседей по Солнечной системе. Уран был среди них. Он практически недоступен для наблюдения без специальных приборов. Невооруженным глазом его с большим трудом можно увидеть в виде очень маленькой звездочки. К тому же надо точно знать место, где планета находится в данный момент. Для лучшего результата требуется бинокль, но и тогда почти ничего не удастся рассмотреть. Только телескоп с 60-кратным увеличением позволит увидеть не просто яркую точку, а маленький диск. Из-за сложности наблюдений существование Урана стало известно лишь 2 века назад, наряду с Нептуном и Плутоном. Но первым из этой триады ученым попался именно Уран. В свое время это стало огромным событием. До сих пор некоторые астрономы приравнивают его к открытию Америки или первым полетом людей в космос. Как ни странно, Уран был обнаружен случайно, в ходе систематического наблюдения звезд в созвездии Тельца. Британский астроном Уильям Гершель заметил планету в 1781 году с помощью своего телескопа. Ученый изучал все светила, вплоть до тех, которые в 10 раз тусклее, чем видимые с Земли невооруженным глазом. Одна звезда ему показалась странной, поскольку внешне выбивалась из общего ряда. Вместо яркой точки она выглядела как небольшой диск. В дневнике наблюдений астроном сделал о загадочном объекте такую запись: необычного вида либо звезда, окруженная туманностью, либо комета. Первоначально Гершель посчитал все же, что это комета, о чем вскоре и послал сообщение в Королевское общество Великобритании. Однако спустя 2 месяца после открытия Гершеля петербургский академик Андрей Лексель вычислил параметры орбиты этого небесного тела. Оказалось, что оно вращается вокруг Солнца по кругу, радиус которого в 19 раз превышает земной. А это уже характерно исключительно для планет. Кометы движутся по сильно вытянутым параболам. Стало ясно, что Гершелю удалось обнаружить еще одну, 7-ю планету. Таким образом, Солнечная система, граница которой до сих пор проводилась по орбите Сатурна, в одночасье значительно расширилась. Вновь открытое небесное тело Гершель назвал планетой Георга, в
в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Однако это имя не прижилось. Общепринятым стало более подходящее название Уран в честь древнегреческого властителя небес. Это единственная планета, названная именем греческого бога, а не римского. С тех пор космические телескопы в каком-то смысле приблизили к нам Уран и многое о нем рассказали. Особенно в последние годы постарались современные обсерватории, такие как Хаббл и Джеймс Уэбб. Также огромное количество информации дал зонд Voyager 2, который в 1986 году посетил ближайшие окрестности таинственной планеты. Все полученные от них данные говорят о том, что путешествие к Урану окажется для нас долгой и необычной одиссеей. При нынешних скоростях придется провести десятилетия на борту космического корабля, мчащегося к внешним границам Солнечной системы. Правда, если повезет, то по пути можно пролететь мимо Юпитера с Сатурном и увидеть их вблизи. Словом, обязательно возьмите с собой достаточно еды и топлива, а главное, хорошенько запомните несколько важных фактов об Уране. При путешествии в этот загадочный мир без таких знаний не обойтись. Уран не является твердой каменистой планетой, как Земля. Это ледяной гигант, который заморожен до минус 224 градусов Цельсия. Рекордно низкая температура для планет Солнечной системы. Вместе с тем, такой холод легко объясним. Уран очень далеко от Солнца. Среднее расстояние между ним и звездой составляет 2,9 миллиарда километров. Даже солнечному свету требуется 2 часа 40 минут, чтобы забраться в такую даль. Однако мы допустим, что опередили свет и уже добрались до ледяного гиганта. Даже заранее зная о привычках этого чудака, все равно при ближнем знакомстве с ним мы наверняка изумимся. Как еще можно отреагировать, когда планета как раз пятится в противоположном направлении по отношению почти ко всем соседям? Только Венера здесь оказалась попутчицей Урана и тоже мчится вокруг звезды по часовой стрелке. Остальные планеты кружат по орбите против часовой стрелки. И это еще не главное, чем Уран нас сразу удивит. Он перевернут на бок и катится по орбите как колобок, а другие планеты крутятся подобно юле. Колобок, однако, у природы получился очень шустрым. Уран поворачивается вокруг своей оси всего за 17 часов, быстрее, чем Земля. Секрет такого странного движения заключается в том, что экватор Урана находится почти под прямым углом, в 97,77 градуса к орбите. Уникальный наклон делает планету для наблюдателя как бы лежащей на боку и похожей на катящийся вокруг Солнца шар. С какой целью планета выбрала настолько странный способ передвижения? Возможно, дело не в ее капризах, а в страшной катастрофе – столкновении с крупным космическим объектом на заре Солнечной системы. Исследование показало, что этот объект, скорее всего, протопланета, был минимум в 2 раза больше Земли. Лишь тогда ему удалось бы перевернуть Уран или, как выражаются ученые, придать ему необычный угловой момент. Столкновение получилось достаточно сильным для наклона оси вращения планеты, но при этом не таким мощным, чтобы Уран потерял значительную часть атмосферы. Это событие также заставило ледяного гиганта быстро вращаться вокруг своей оси. Кроме того, часть вещества протопланеты в результате катастрофы выбросила на орбиту Урана. В результате обломки могли сформировать тонкую оболочку вблизи мантии ледяного гиганта. Так было блокировано тепло, идущее из его недр. Из того же вещества, вероятно, могли образоваться и спутники планеты, а также система его колец. Есть и несколько иная версия странного движения Урана по орбите. В него могло врезаться сразу несколько небольших космических объектов вскоре после формирования. Вероятно, именно данная катастрофа стала причиной вращения ледяного гиганта в противоположном направлении по сравнению с соседями. Кому-то из нас такие странности планеты покажутся крутыми, а кто-то сравнит ее с небесным инвалидом. Да, мир-колобок — это на любителя, а вот его цвет наверняка никого не оставит равнодушным.
Во время путешествия еще издалека мы увидим, что небесный лежебок окрашен в изумительный сине-зеленый цвет. Такую окраску, скорее всего, Урану придают особенности атмосферы. Она в основном соткана из водорода и гелия, с небольшим количеством метана, следами воды и аммиака. Солнечный свет проходит через атмосферу и отражается обратно верхушками облаков Урана. При этом метан поглощает красную часть света, что в совокупности придает планете ее неповторимый цвет. А вот вблизи от Урана вы можете пожалеть о выборе тура. Если не наденете очень плотный противогаз, вас буквально сразит ужасающая вонь бесчисленного количества тухлых яиц. Когда с помощью спектрографа NIFS удалось определить более точный состав верхних слоев урановой атмосферы, в его облаках нашли огромное количество сероводорода. Это тоже вещество, которое придает тухлым яйцам неприятный запах. Ладно, от жуткого запаха мы сумеем защититься. Тяжелее будет подобраться к планете, избежав ДТП. Нам придется лавировать между многочисленными кольцами Урана. Эти объекты не столь величественны, как у Сатурна. Однако Уран тоже окружает большой пояс, который состоит из 13 колец. Прохождение этого участка пути требует предельной осторожности. Правда, внешние кольца яркие и заметные, зато внутренние тусклые, что затрудняет возможность благополучно между ними разрулить. Зато в пути мы сможем более внимательно рассмотреть оба набора колец Урана. Внутренняя система состоит в основном из узких темно-серых объектов. Есть у планеты и два внешних кольца. Самое внутреннее из них красноватое, как пылевые пояса других планет Солнечной системы, а внешнее голубое, подобно кольцу и Урана. Однако в целом они тусклые и небольшие по сравнению с кольцами Сатурна, которые первыми открыли в небе. Долгое время считалось, что это уникальная особенность газового гиганта. Однако затем Сатурн перестал быть исключением, поскольку у Урана астрономы тоже заметили кольца. История их поиска довольно необычна. Спустя 8 лет после открытия Урана Уильям Гершель зарисовал кольцо, окружающее это небесное тело. Астроном сделал запись в дневнике о том, что оно короткое, не такое, как у Сатурна. Поскольку никто другой кольца вокруг Урана не замечал, это наблюдение сочли результатом дефекта оптики телескопа Гершеля. На протяжении 2 столетий астрономы даже не вспоминали о его сообщении. Лишь в 1977 году, во время исследования атмосферы Урана, стало очевидно, что стоит вернуться к записям Гершеля. Ученые сначала рассмотрели в телескопы некие объекты, периодически затмевавшие одну из далеких звезд. Симметричность перекрытий света звезды позволяла предположить, что неизвестные объекты как-то связаны с Ураном. Это могли быть, например, его спутники. Предположение состояло в том, что 5 новых спутников располагалось с одной стороны Урана и еще 5 с другой. Причем они находились на равных расстояниях от планеты, выстроившись строго по прямой. Картина выглядела совершенно немыслимой. Да и анализ движения известных лун планеты показал, что ни одна из них не могла нужным образом затмить свет звезды. Решение этой загадки напрашивалось по аналогии с другой планетой-гигантом – Сатурном, окруженным широкими кольцами. Оставалось допустить, что вокруг Урана вращается 5 узких колец. Просто в отличие от яркого эскорта Сатурна, они были настолько темными, что их до сих пор не замечали. Лишь когда Уран проходил на фоне далекой звезды, кольца перекрыли часть ее света и дали возможность их засечь. Эти объекты были названы первыми буквами греческого алфавита в порядке удаления от планеты – альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Самый внешний эпсилон расположен в 52 тысячах километров от центра Урана. Затем в поле зрения астрономов одно за другим стали попадать другие кольца. На сегодняшний день у планеты обнаружено 9 узких главных колец, 2 пылевых и 2 внешних. Сначала ученые полагали, что они в основном состоят из макрочастиц и небольшого количества пыли. Дальнейшие исследования показали, что кольца Урана
видимо, сложенный из множества отдельных кусков камня размером не более 4-6 километров. Откуда они взялись? Исследователи считают, что кольца Урана, Сатурна и Нептуна могут быть обломками карликовых планет. Когда-то давным-давно они слишком близко подошли к гигантским мирам и были разорваны на части их мощной гравитацией. Остатки одной из таких карликовых планет образовали кольца вокруг Урана. В отличие от светлых колец Сатурна, они получились очень темными. Окружение Урана отражает лишь 3% падающего на них света, а это значит, что его кольца чернее каменного угля. Пролетев между этими пыльными кольцами, мы почти вплотную приблизимся к Урану. Тут нам стоит приготовить камеры для съемки. Картина перед нами откроется потрясающая. Мы увидим, что великолепная голубая дымка окружает планету. Исследование астрономов Оксфордского университета показало, что широкий слой легкого тумана разбавляет цвет ледяного гиганта. В результате он кажется более бледным по сравнению с тем же ярко-голубым Нептуном. Модели показали, что дымка возникает, когда ультрафиолетовое излучение Солнца разрушает аэрозольные частицы в атмосфере. Скорее всего, этот туман порой образует в небе планеты чудесные метановые облака. Они конденсируются в метановый лед на нижней границе и оседают глубже в атмосферу. Нам тоже пора последовать за ними в глубины Урана. Мы сразу нырнем вниз, ведь планета не имеет твердой поверхности. По сути, она представляет собой закрученную массу токсичных газов и льда, сжатых вокруг небольшого ядра. В верхних слоях атмосферы, как мы выяснили, содержится сероводород, вонючий и ядовитый газ. Пройдя через эти смертельные облака, мы окажемся в атмосфере, состоящей на 82% из водорода, на 15% из гелия и следов метана. В процессе погружения мы будем ощущать, как атмосфера планеты сгущается и становится невероятно плотной. Как только мы пройдем через ее верхний слой, то перестанем падать и начнем как бы плыть сквозь атмосферу. Этот слой тоже очень холодный. Его температура достигает минус 208 градусов Цельсия. Правда, на больших глубинах станет теплее, однако только по меркам Урана. Для гостей Земли холод останется безумным, поскольку температура поднимется только до минус 153 градусов Цельсия. Настоящее подземное ледяное царство, и в нем творятся чудеса. Внезапно на нас может обрушиться ливень из алмазов. Да, на Уране целые сокровища. Скорее всего, буквально падают с неба. Это происходит из-за высокого содержания метана в атмосфере планеты. Под экстремальным давлением его молекулы распадаются на углерод и водород. Затем более легкий водород поднимается в атмосферу. А углерод под действием окружающей среды превращается в кристаллы алмаза и, напротив, медленно опускается ближе к каменно-ледяному ядру. Впрочем, эти сокровища наверняка опасны для человека. Ведь все равно, что ударит по голове обычный камень или алмаз. И многие из таких дождевых капель, вероятно, острые как бритвы. И только сверхпрочный скафандр спасет от беды. Ситуацию усугубят сильные ветры. Их порывы в атмосфере Урана достигают скорости 900 км в час. Это в 3,5 раза сильнее урагана самой высокой 5-й категории на Земле. Ветры ретроградны на экваторе, дуя обратно вращению ледяного гиганта. Но ближе к полюсам бури переходят на прямое направление, следуя обороту Урана по орбите. На планете, кроме того, не раз фиксировали темные пятна. Так астрономы называют атмосферные вихри. Наш путь также сильно осложнит растущее атмосферное давление. В глубине планеты оно в 100 раз превышает этот показатель на земном уровне моря. И все же представим, что мы благополучно спускаемся вниз. Постепенно приблизимся к жидкой мантии, которая состоит из воды, аммиака и метанового льда. Она черная, как смоль, и внутри нее мы промерзнем до костей, ведь холод сохранится. Гравитация окажется настолько сильной, что мы не сможем двигаться. Она раздавит нас еще до того, как мы достигнем ядра. В этой среде экстремального давления наше углеродное тело может превратиться в алмазы и опуститься в ядро.
Захватывающий, но неудобный способ завершить путешествие. Так что лучше вовремя остановимся и познакомимся с ядром по рассказам ученых. Считается, что оно каменное и главным образом состоит из окислов кремния. Диаметр ядра в 1,5 раза больше всей нашей Земли. Его окружает оболочка из смеси водяного льда и каменных пород. По другой модели у Урана нет каменного ядра. В таком случае планета должна выглядеть как огромный шар из снеговой каши, смеси жидкости и льда. Весь этот коктейль тщательно упакован в газовую оболочку. А если ядро все же есть, независимо от состава, по данным НАСА, температура внутри него может достигать 4982 градусов, почти как у звезды. Хотя для ядра этого мало, по сравнению с другими планетами оно кажется довольно холодным. Внутреннего тепла у Урана вообще значительно меньше, чем у других планет-гигантов Солнечной системы. Причина этого точно неизвестна. Существует 2 гипотезы, пытающиеся объяснить феномен. Первая из них предполагает столкновение протопланеты с Ураном во время формирования Солнечной системы. Удар вызвал большой наклон его оси вращения, привело к рассеянию исходно имевшегося тепла. Вторая гипотеза гласит, что в верхней части Урана есть некая прослойка, препятствующая поднятию тепла вверх. Отсутствие избыточного теплового излучения планеты значительно затрудняет определение температуры ее недр. Однако у ученых есть основания предположить, что в некоторых слоях атмосферы условия благоприятны для поддержания воды в жидком виде. Согласно моделированию исследователей из Калифорнийского университета, вода на Уране существует в сверхкритическом состоянии в виде смеси жидкости и газа. Она образуется из-за высокого давления, которое в 60 тысяч раз больше, чем на поверхности Земли. Эта вода не смешивается с богатым углеродом, слоем, который отделяет ее от ядра планеты. А новое исследование ученых из Великобритании показало, что внутри Урана не просто есть вода. Там, вероятно, плещется огромный океан. Его глубина, предположительно, достигает 8000 километров. На берегу этого океана нам самое время разобраться с уникальным магнитным полем Урана. Скорее всего, оно взаимосвязано с водоемом, хотя обычно магнитосферу создают процессы в ядрах планет. Но Уран не зря слывет чудаком и зачастую не подчиняется небесным правилам. Вот и в данном случае ученые подозревают, что подземный океан в какой-то мере отвечает за хаос в структуре этих магнитных полей. А они у Урана действительно очень необычные, неправильной формы. Магнитные поля обычно выровнены с вращением планеты. Однако магнитная ось ледяного гиганта наклонена почти на 60 градусов относительно оси его вращения. Кроме того, она смещена от центра на 1/3 радиуса. Таким образом, стрелка компаса на Уране будет указывать не на север, а на магнитный полюс, расположенный примерно на 30 градусе широты. При этом напряженность магнитного поля на Уране сильно варьируется, изменяясь от района к району. Кроме того, на планете отмечены значительные аномалии, своего рода менее сильные полюса. Они еще больше усложняют картину. Ученые считают, что в целом планета заключена в своего рода магнитный кокон, причем несимметричный. Солнечный ветер, сталкиваясь с магнитосферой, искажает ее, сдавливает с солнечной стороны и вытягивает на очень большое расстояние с противоположного края. К слову, у Земли тоже есть такой невидимый шлейф, который тянется на 5 миллионов километров. Магнитные силовые линии шлейфа Урана скручены его боковым вращением в длинную спиральную форму типа штопора. Благодаря изгибам образуется уникальный магнитосферный хвост планеты, который намного больше земного. Измерения Voyager 2 показали, что под действием солнечного ветра хвост Урана тянется не менее чем на 10 миллионов километров в сторону Нептуна, то есть он минимум в 2 раза больше земного. Если бы мы обладали магнитным зрением, то без труда рассмотрели бы его в нашем ночном небе даже невооруженным глазом. Хвост Урана оказался бы размером почти с половину Луны. Асимметричное магнитное поле создает на планете своеобразное полярное сияние,
которые видны как яркие дуги вокруг обоих полярных полюсов. Но они не совпадают с полюсами на Земле, Юпитере и Сатурне. К тому же авроры Урана достаточно разнообразны. Исследователи знают об ультрафиолетовых полярных сияниях на планете еще с 1986 года, а недавно подтверждено, что на ледяном гиганте есть еще инфракрасные. Если вы прихватили в путешествие специальные очки, то можете насладиться ярким шоу в небе и ультрафиолетовых и инфракрасных аврор. Исследователи полагают, что сияния помогут разгадать тайну искривления магнитных полей Урана. Одна из теорий предполагает, что причиной этого является энергия аврор, которая генерирует и выталкивает их тепло до магнитного экватора планеты. По мнению американских астрофизиков, именно этот странный подогрев позволяет поддерживать воду в жидком состоянии. А это, как известно, один из ключевых факторов для возникновения жизни. И кто знает, возможно, в океанах Урана плавает рыба, тогда можно будет на славу порыбачить. Вот только что послужит наживкой — большой вопрос. Хотя особо завзятые рыболовы наверняка с этим разберутся. И если будет хорошо клевать, возникнет соблазн надолго остаться на Уране. Однако энтузиастам стоит учесть, что больше года там не протянешь. Причина даже не в опасностях планеты. Просто год на Уране длится безумно долго и равен 84 земным. Иными словами, человек, даже с рождения проживший один местный год, мог бы гордиться долголетием. В данном случае он единственный раз за всю жизнь увидит полную смену сезонов на планете. Это очень странные времена года, впрочем, как и многое на Уране. Ученые предполагают, что опять же дело в необычном способе движения планеты лежа на боку. Этим обусловлены экстремальные климатические условия, ведь полюса Урана в течение многих лет находятся под солнечным светом, а затем на столь же долгий период погружаются в кромешную тьму. В 2007 году, например, ледяной гигант прошел точку весеннего равноденствия для северного полушария. Однако летнее солнцестояние придется лишь на 2028 год. Предыдущее же было аж в 1944. Северное полушарие выходит из 21-летней беспросветно темной и холодной зимы. 21 год в течение лета его беспрерывно будут заливать солнечные лучи. Только осенью и весной, наконец, на планете происходит обычная смена дня и ночи. Когда солнечные лучи освещают регионы, которые десятилетиями не видели света, из-за внезапного повышения температуры на планете возникают мощные ураганы. В 2014 году астрономы впервые увидели эти летние бури. Как ни странно, они обрушились на Уран спустя 7 лет после максимального сближения с Солнцем. Остается загадкой, почему так произошло, но уже понятно, что климат на планете очень динамичный. В целом же Уран сначала не произвел впечатления на астрономов. Еще с 1986 года, когда Voyager 2 сфотографировал планету, ее окрестили скучной и однообразной. Но чем может восхитить мир, лишенный изюминок, кроме вращения на боку? Он мог похвастаться разве что движением в атмосфере десятка маленьких облаков. Прошли десятилетия, и ученые благодаря современным обсерваториям изменили мнение. Стало ясно, что однообразно Уран выглядит только в разгар лета, причем на юге. В другие периоды у него бывает экстремальная погода, которая оживляет пейзажи. Мнение о ледяном гиганте окончательно изменило новое изображение Урана. Снимок сделан камерой ближнего инфракрасного диапазона NIRCam телескопа Джеймс Уэбб. Не правда ли потрясающий портрет планеты в обрамлении собственных колец? Много ли во Вселенной таких прекрасных мест? На фото Уран выглядит не зеленоватым, а чисто голубым. Это связано с периодическими изменениями в его динамичной атмосфере. На правой стороне, на полюсе, обращенном к Солнцу, есть яркая область. Ученые называют этот регион полярной шапкой. Она появляется только в период, когда туда попадают прямые солнечные лучи. Осенью полярная шапка исчезает, и ученые надеются с помощью данных телескопа больше узнать об этом феномене. На краю полярной шапки можно рассмотреть яркое облако.
а также несколько протяженных объектов сразу за ее границами. Второе яркое облако видно у левого края лимба планеты. Подобные облака типичны для Урана и, вероятно, связаны с его грозовой активностью. Да, на планете, возможно, льют дожди, но сильно отличны от земных. Считается, что большую часть массы Урана составляет плотная жидкость из ледяных материалов, таких как вода, метан и аммиак. Их смесь, вероятно, и выпадает в виде осадков. Да и еще, как мы знаем, в глубине планеты, где безумное атмосферное давление, бывают алмазные дожди. В дополнение к этому, однобокое магнитное поле прибавило Урану свою удивительную нотку. Исследование показало, что оно может приводить к мерцанию атмосферы планеты после ее оборота вокруг своей оси каждые 17 и 24 часа. После осмотра этих достопримечательностей можно было бы возвращаться на Землю. Но мы пока еще не разобрались во всем окружении Урана. Засмотревшись на его кольца, упустили из вида спутники ледяного гиганта. Еще в 1986 году Voyager 2 передал сенсационные снимки планеты и ее 5 основных лун. На самом деле их оказалось намного больше. Сейчас считается, что у Урана 28 спутников. Эти небесные тела такие же оригиналы, как их родительская планета. Луны вращаются с наклоном, имеют оси в 98 градусов, подобно Урану. Миранда – один из самых странных персонажей в этой кампании, поскольку движется вокруг планеты почти по круговой орбите. Как и другие луны Урана, она названа в честь героев пьес Шекспира. На самом деле ее скорее можно сравнить с космическим Франкенштейном, собранный из множества так и не слившихся полностью частей. Возможно, спутник представляет собой набор фрагментов своего предшественника, которые объединились на орбите вокруг Урана. Главной достопримечательностью ландшафта Миранды считаются 3 крупных региона, известных как короны. Они представляют собой скопление хребтов и долин с небольшим количеством кратеров, которые отделены от более старых областей со множеством ударных выемок. Аналоги этих корон не найдены больше нигде в Солнечной системе. Миранда также обладает гигантскими каньонами, которые, по данным НАСА, порой в 12 раз глубже американского Большого каньона на Земле. Но в целом этот мир диаметром 470 километров, весь изрытый кратерами, уступает по размеру другому сателлиту Урана. Здесь лидирует Титания диаметром 1609 километров. Это 8-й по величине спутник Солнечной системы. Однако, кроме размера, внешне он ничем не привлекателен. Титания окрашена в довольно скучный серый цвет. Унылый ландшафт несколько оживляет лишь яркие пятна, которые астрономы называют инеем. Считается, что ее масса поровну разделена между льдом и камнем, а твердое ядро окружено насквозь промерзшей мантией. Возможно, этот лед содержит достаточно аммиака или другого антифриза. В данном случае под поверхностью Титании, как и Урана, на границе ядра с мантией вода существует в жидком виде. Это делает Луну одним из самых перспективных для исследований объектов вокруг Урана. Возможно, там даже плещется целый океан. Глубина этого водоема, если он существует, теоретически должна достигать 50 километров. И кто знает, не скрывается ли в его пучине реальные, а не мифические титаны. Еще 2 крупных спутника Урана названы Умбриэлем и Ариэлем. Их диаметры, соответственно, составляют 1168 и 1156 километров. Разница, как видим, совсем маленькая. Тем не менее, оба спутника – прямая противоположность друг другу. Умбриэль отражает лишь 16% света, падающего на его поверхность. Это самая темная из крупнейших лун Урана. Почему она практически лишена света – загадка ученых. Тайну скрывает также яркое кольцо диаметром около 140 километров на поверхности Умбриэля. Ученые полагают, что это может быть результатом отложений льда вокруг огромного ударного кратера. В целом же большая часть поверхности Луны изрыта небольшими ямами от ударов астероидов. Но между такими регионами встречаются ровные долины.
Вулканические отложения тоже разбросаны по всей поверхности Умбриэля. Это свидетельствует о прошлой тектонической активности Луны. Извержения древних вулканов создали на спутнике настоящие скульптурные композиции застывших волн, покрытых рябью. Если сразу после Умбриэля взглянем на Ариэль, то, вероятно, зажмуримся от света. Это самый яркий из крупных спутников Урана. Луна отражает только треть света, падающего на ее поверхность. Почему так разнится освещенность двух спутников? Причина, по-видимому, кроется в их возрасте. Ариэль, в отличие от пожилого, изрытого ямами Умбриэля, предположительно является самой молодой из лун Урана. По данным НАСА, на Ариэле есть всего несколько небольших кратеров от недавних столкновений. Уран, к тому же, обзавелся множеством совсем крошечных, но очень полезных сателлитов. Их называют пастушьими лунами. Примером могут служить Корделия, которая находится ближе всего к планете, и Офелия, расположенная чуть дальше. Это настоящие карлики, поскольку диаметр Корделии лишь 15 километров, а Офелии — 21 километр. Вместе с тем они невероятно важны для Урана. Несмотря на мизерный размер, луны удерживают вместе частицы тонкого голубого внешнего кольца Эпсилон. Между Корделией и Офелией находится, по крайней мере, еще 8 небольших спутников. Это самый перенаселенный регион в Солнечной системе. Ученые сейчас ломают голову, как в такой тесноте луны не врезаются друг в друга. Иногда их называют «10 негритят», по аналогии с героями романа Агаты Кристи. Так же, как и действующие лица детектива, все луны ходят по острию ножа. Вероятно, за небольшой промежуток времени они все же будут разрушены из-за столкновений. Но пока вся компания цела и резво кружит вокруг Урана. Каждая из этих лун примерно наполовину состоит из водяного льда и наполовину из камня. Как и у всех других небольших спутников Урана, у них нет атмосферы. Они слишком малы, чтобы удержать вокруг себя газовую оболочку. Этих крошек трудно рассмотреть на снимках даже самых мощных телескопов, но некоторые все же завели собственный фотоальбом. 5 из них представлены на снимке телескопа Джеймс Уэбб, который мы уже видели. Нужно только увеличить обзор, и вот вокруг Урана в ореоле колец мы видим сияние Пака, Ариэля, Умбриэля, Миранды, Титании и Оберона. Потрясающая картина. Можно ли найти нечто похожее во Вселенной? И вообще, если брать шире, существуют ли в космосе чудаки, подобные Урану? Сразу скажем, ученые пока не нашли в небе оригиналов, которые предпочитают перекатываться по орбите на боку. А вот ретроградное движение, кроме Урана, характерно для Венеры. И еще у нашего лежебоки есть родной брат, который обитает по соседству. Заглянем к нему в гости. От Урана пролетим немногим более миллиарда километров к границе Солнечной системы. И мы на месте. Теперь знакомьтесь, Нептун. Именно его астрономы называют братом Урана. Обе планеты — ледяные гиганты, которые очень схожи по массе и размерам. Они живут рядом, как положено родственникам, на окраине Солнечной системы. У пары есть и другие сходства, например, практически одинаковая средняя плотность. Атмосфера Нептуна, как и Урана, состоит в основном из водорода, гелия и метана, а также простирается очень глубоко внутрь планеты. Постепенно она сливается с водой и другими растопленными льдами над твердым горячим ядром. Ученые полагают, что под ледяными облаками Нептуна может находиться целый океан горячей воды. Это тоже роднит планету с Ураном. Еще в обоих мирах, предположительно, идут фантастические алмазные дожди. Однако космических братьев нельзя назвать близнецами. Даже внешний вид у них разный. Если Уран выглядит зеленовато-синим, то Нептун кажется в телескопы ярко-синего цвета с лазурным оттенком, как кусочек океана в темном небе. По мнению астрономов, в состав атмосферы Нептуна входит некое вещество, которое придает ему необычный оттенок. К сожалению, Voyager 2 при исследовании ледяного гиганта неизвестное вещество не обнаружил. Нептун сопровождает свита лишь из 16 лун.
У него известны всего 5 основных колец и 4 заметные кольцевые дуги. Небогато по сравнению с Ураном. К тому же считается, что кольца относительно молодые и недолговечные. Планета в скором времени может подтянуть их к себе гравитацией, а затем разрушить. Но главная загадка скрыта внутри ледяных гигантов. Дело в том, что температура на Нептуне выше, чем на более близком к Солнцу Уране. Так быть не должно, однако факт есть факт. Ученые считают, что все дело во внутреннем тепле. Нептун его теряет медленнее или как-то поддерживает высокую температуру в ядре. А Уран во многом растратил свое тепло из-за вероятного столкновения с крупным небесным телом, перевернувшим планету на бок. Разгадка этой тайны, возможно, позволит астрономам более эффективно искать экзопланеты типа Урана за пределами Солнечной системы. Пока по основным параметрам аналога этому чудаку астрономы нигде не нашли. Но отдельные его черты и странности повторяются у других миров. Ну кто бы мог подумать, что какая-то экзопланета и Уран пользуются одинаковыми, условно говоря, духами. Тем не менее, астрономы нашли такой мир всего в 63 световых годах от Земли. HD 189-733b из созвездия Лисички наполнена сероводородом, который придает тухлым яйцам их характерный аромат. Если не считать вони, это очень красивая планета, ярко-голубой газовый гигант размером примерно с Юпитер. Хотя от Урана его кардинально отличает не размер, а тесная дружба со своей звездой. Экзопланета представляет собой раскаленный мир размером с Юпитер. Она находится в 30 раз ближе к звезде, чем Земля, и в 50 раз, чем Уран. Почти вплотную к светилу, вокруг которого планета совершает один оборот каждые 2,2 дня. Звезда буквально поджаривает свою планету до температуры более 1000 градусов Цельсия. К удивлению астрономов, у небесного тела на звездном гриле сохранилась плотная атмосфера. Помимо сероводорода, она состоит из воды, углекислого газа, оксида углерода и следов метана. В сочетании с безумно высокой температурой такой состав делает погоду на HD 189-733ab смертельной. На ней дуют ветры мощнее любой бури в Солнечной системе. Они летят по планете со скоростью 8700 км в час и разносят пыль из частиц силикатов. Еще ураганы перегоняют тепло из одного полушария того мира в другое. В результате планету временами заливают дожди из расплавленного стекла. Алмазные ливни на Уране, конечно, круче, но все же смертельные осадки на обеих планетах можно назвать явлениями примерно одного плана. А вот кольца, как у Урана, вокруг экзопланет обнаружить сложнее дождей. Раньше астрономы вообще не могли распознать такие объекты в космических глубинах, и только современные телескопы изменили ситуацию к лучшему. В созвездии Центавра на расстоянии 434 световых лет от нас у звезды 1 SWASP J1407, похожей на Солнце, обнаружена экзопланета. Ее украшает система пылевых колец. Как их удалось засечь? Ученые обратили внимание на необъяснимые колебания яркости звезды, которые в некоторые моменты достигали 95%. Обычно такие явления связаны с транзитом планеты или другой, менее яркой звезды. Но в данном случае кривая вспышки света имела другой вид и свидетельствовала о кольцах вокруг планеты. Дальнейшие исследования показали, что один SWASP J1407b имеет 4 кольца, которым дали названия Рочестер, Сазерленд, Компанес и Тололо. При этом радиус внешнего кольца составляет 90 миллионов километров. Это настоящий гигант. Даже у Сатурна внешнее кольцо достигает всего 480 тысяч километров, а у Урана оно не превышает 100 тысяч. И вообще, кроме колец, эту планету ничто не роднит с нашим чудаком. Один SWASP J1407b, в отличие от Урана, нельзя назвать ледяным гигантом. Скорее, этот мир можно сравнить с доменной печью. Температура на экзопланете радиусом примерно с наш Юпитер достигает более 4000 градусов Цельсия. Данный показатель ближе к коричневым карликам, и сейчас ученые пытаются точнее идентифицировать этот объект.
Интересно, что все экзопланеты размером примерно с Уран раньше астрономам попадались горячие. Они расположены ближе к звезде, и их легче засечь с помощью телескопов. Однако обсерватории нового поколения все изменили. С их помощью астрономы обнаружили кандидата в ледяные гиганты Кеплер-421b. Планета вращается вокруг оранжевой звезды на расстоянии 1000 световых лет от Земли, в созвездии Лиры. Кеплер-421b примерно такого же размера, как Уран. Она расположена далеко от звезды и делает оборот вокруг родительского светила каждые 704 дня. Совсем недавно найдена еще одна замороженная экзопланета примерно в 25 тысяч световых лет от нас, в созвездии Стрельца. Открытие было сделано международной группой астрономов из университета штата Огайо. Новичок, по мнению исследователей, оказался похож на ледяных гигантов нашей Солнечной системы – Уран и Нептун. Экзопланета примерно в 4 раза массивнее Урана. В то же время она вращается вокруг своей звезды почти на том же расстоянии, что и наш Лежебока от Солнца. Это заставляет астрономов думать, что экзопланета, вероятно, похожа по составу на Уран и частично состоит из газа, частично изо льда. Однако, в отличие от Урана и Нептуна, она вращается вокруг одной звезды в двойной системе. Возможно, ее положение вдали от родительского светила связано с воздействием гравитации второй звезды. То есть для создания миров, подобных Урану и Нептуну, нужен какой-то толчок. Ученые сейчас пытаются досконально разобраться в этом вопросе, а астрономы продолжают искать в небе новые экзопланеты, похожие на Уран. Впрочем, сам ледяной гигант Солнечной системы тоже требует дальнейшего изучения. Ученые уверены, что планеты по-прежнему скрывают множество невероятных тайн. Самый эффективный способ их узнать – отправка космического аппарата к этому чудаку. Однако сценарий достаточно сложный, поскольку Уран очень далеко от Земли. Даже на стадии проектировки миссии возникает множество трудностей. Но главное препятствие состоит в том, что лишь в середине 22 века вновь сложится благоприятное расположение планет для гравитационного маневра. То есть аппарат, запущенный с Земли к Урану, получит по пути дополнительный толчок от Юпитера и Сатурна. Тем не менее, в 2030 году китайское космическое агентство планирует запуск зонда Тяньвэнь-4. Одной из задач миссии станет исследование Урана с пролетной траекторией. Так что стоит ждать новых невероятных открытий и потрясающих снимков седьмой планеты Солнечной системы, которой пока не найдено аналогов в небе.